Добрый день! Что ж, хотим рассказать про довольно интересную компанию Juvenal на примере вот этого велосипеда, где собран как раз на ее компонентах. Это, по сути, единственное решение для того, чтобы совместить планетарную втулку и руль баран. Компания Juvenal является довольно уникальной на рынке, потому что позиционирует себя для велосипедов дисциплин циклокросс, то есть в основном про грязь. Вот, и делает для этого ряд довольно интересных и отчасти уникальных продуктов. Сейчас будет немножко технических деталей, я их выписал на бумажку, чтобы не запоминать ненужные вещи. Компания делает, во-первых, тормозные ручки под руль типа баран, ролики для заднего переключателя грязеупорные. Соответственно, есть в линейке, опять же, грязеупорные передние и задние переключатели. Делает довольно интересный апгрейд кассеты, который уменьшает количество звезд на кассете, то есть сдвигает ее к внешнему фланцу с установкой вместо одной звезды проставочного кольца между спицами и большой звездой, с той целью, что если на гонке цепь проваливается, то ее не закусывает между кассетой и звездами, а можно быстро цепь достать и дальше продолжить гонку. Потому что основное позиционирование компании – это спорт. Вообще компания довольно сама про себя интересно пишет. Тут сейчас будет более-менее дословный перевод на русский язык с английского. Наши переключатели не очень красивые, но они легкие, прочные и быстрые. Необычная формулировка про свои продукты. Компания предлагает различные вариации тормозных ручек и систем переключения. Соответственно, в линейке есть тормозные ручки под механику, под короткую выборку троса и длинную, то есть, соответственно, для шоссейных тормозов типа клещи, типа вибрейки, типа дисковые тормоза, как на этом велосипеде это BB7SL. И с длинным ходом это для механических тормозов для горного велосипеда, дисковых, вибрейков. У компании есть варианты по покупке левой тормозной ручки без переключателей для одной звезды спереди, или же с переключателями для 2-3 звезд. Причем у компании есть опция апгрейда тормозной ручки. Также у них есть опция апгрейда тормозных ручек, тормозов ТРП, как ТРП Hilux или Huilix, не знаю, как вам удобнее читать. Вот, значит, опять же, у компании недавно появилась довольно интересная фишка трейд-ина тормозов при апгрейде с механики на гидравлику. То есть им на адрес отправляются тормозные ручки на механике, за доплату они их апгрейдят до гидравлики. Рассказываю, какие есть варианты из всех возможных. Значит, есть линейка переключателей, совместимых с 7, 8, 9, 10, 11 скоростными системами. Фрикционные переключатели DIA-Comp – это для апгрейда с велосипедов, у которых переключатели стоят на раме и они не индексные. Соответственно, также можно поставить фрикционный переключатель на левую ручку для 2-3 звезд спереди. Причем их можно докупить отдельно. Дальше есть переключатели, совместимые с 9, 10, 11 скоростными переключателями шоссе и Shimano совместимыми переключателями на 11-12 скоростей МТБ. Ну, соответственно, плюс 2-3 звезды спереди, либо одну. Помимо совместимости с шоссейными переключателями есть совместимость с МТБ, переключателями SRAM на 11 скоростей, SRAM на 12 скоростей и 10-11-12 скоростей Shimano. И, собственно, главный наш герой – это переключатель, совместимый с планетарной втулкой Shimano Alpine. Значит, в каталогах Shimano нету явной таблицы совместимости 8-скоростной втулки Alpine и 8-скоростного Nexus. Вот. Это не значит, что они совместимы, это не значит, что они несовместимы. На данном этапе мы считаем, что они несовместимы, но при возможности мы, конечно, проверим по выборке троса и насколько сдвигается трос на каждой передаче. Тем не менее, итого это, по сути, единственное решение для того, чтобы совместить планетарную втулку
которая очень удобна для езды по городу, потому что можно кататься, во-первых, без какого-либо заднего переключателя, его настройки и прочего, боязни там задеть в городе и так далее, кончая тем, что можно кататься просто на ременном приводе. Поэтому мы считаем, что апгрейд на планетарную втулку в условиях городского велосипеда – это очень целесообразная вещь. И сейчас многие, собственно говоря, к этому идут. В частности, примеры есть на нашем канале. Вот. Соответственно, какие еще есть варианты для совместить планетарную втулку и руль баран? Значит, есть дорогое решение у Shimano, это все собрать на D2. Есть монетка D2, есть пистолет D2 совместимый, и есть привод D2 совместимый с планетарной втулкой Alpine. Есть решение у компании Sunrace, но оно какое-то такое непонятное. Оно выходило на рынок, в продаже его не было, было на заказ, поэтому про него мы сейчас не будем. Если интересно, пишите, посмотрим, точно скажем. И совершенно точно есть решение компании Juvenal. Оно совместимо с 8-скоростным Alpine, и оно работает. Значит, еще одно конкурентное преимущество, заявляя компании, это то, что данная ручка хорошо работает в условиях попадания в нее грязи на гонках, потому что пистолеты более подвержены проблемам при попадании в них грязи. Плюс к этому можно одним движением прощелкать весь диапазон. То есть у них там на видео на сайте есть вариант, когда в гонке человек едет с горы, потом резко в гору, одним движением перещелкивает на минимальную передачу и поехал. То есть все сделано с этой целью. И плюс сделано это самое, как у Компаньолы, этим шпинтиком можно ослабить натяжение троса тормозной ручки в случае появления какой-то восьмерки. У Shimano это надо делать, соответственно, на самих тормозах. У Компаньолы и у Juvenal делается прямо на руле рукой. Что еще можно сказать? Можно рассказать про передаточные числа планетарных втулок. Если интересно, пишите, опять же, в следующем видео расскажем, какие они есть, чем отличаются. Вот. И немножко про этот велосипед. Ну, собственно, основное уже сказано. Собран он на планетарной втулке Alpine 8 скоростей. Одна звезда спереди. Используется велосипед для комьюта по городу. Довольно бодрый, динамичный. Сейчас на нем прокатился. Приятный в езде. Сам по себе велосипед это базовый Marin не Casio. Тут ничего такого нету. Не очень навороченные колеса. И из апгрейдов тоже довольно интересная вещь. Довольно интересные стоят на нем тормоза. Это Avid BB7 SL. Во-первых, они здесь очень подошли по стилю, по цвету. Но это просто топовые тормоза в линейке. Опять же напомню, что при желании владелец может легко проапгрейдить тормозные ручки Juvenal на гидравлику. Причем, что в ассортименте компании есть все возможные варианты. Вы можете заказать отдельно flat mount спереди, post mount сзади, или post mount спереди, или post mount, flat mount сзади. В общем, все 4 варианта доступны. Абсолютно все актуальные стандарты ими покрыты. Ссылочка на сайт Juvenal будет в описании. Там все это можно посмотреть наглядно, с красивыми картинками. Так что имейте в виду, есть вот такое интересное решение, потому что сейчас очень многие собирают быстрые и удобные ситибайки, а для ситибайка планетарная система передач это очень удобная вещь. Так что, если какие-то вопросы есть, задавайте, будем отвечать. Всем до свидания.